Привет, друзья! И сегодня мы с уже успевшим нашуметь убийцей флагмана OnePlus 6. У компании OnePlus очень интересный подход к выпуску смартфонов. Она не распыляется на выпуск многоценовых сегментов. Она каждый год выпускает одну или две модели одного и того же телефона, который просто обновляет и улучшает. Всего 4 года назад компания представила свой первый смартфон OnePlus One. И это был чертовски инновационный телефон. Вспомните хотя бы купоны, по которым его необходимо было покупать. И знаете, что я вам скажу? Этот подход выпуска флагмана, но по более дешевой цене, мне очень сильно нравится. И хотя цена понемножечку из года в год растет, она все равно остается очень даже конкурентоспособной. Так что давайте посмотрим, какой у нас получился убийца флагмана. Смартфон поставляется в большой коробке в фирменном стиле в красно-белых цветах. Вы знаете, я уже отвык от больших коробок. Последний смартфон, который я покупал, Huawei P10 Lite, он был в очень маленькой тоненькой коробочке. Давайте распакуем и посмотрим, что же там внутри. К сожалению, модель, которая мне досталась на обзор, это 64-гигабайтная версия, и к тому же она китайская, поэтому все у меня на коробочке китайская. Ну что ж, поехали открывать. Открывается она достаточно интересно, она очень медленно выползает коробочка. Но это, в принципе, мне нравится. Опа, момент истины. Ну, коробочка, все, уходит в зрительный зал. Такая вот оберточка тоже уходит в зрительный зал. Ух, вы знаете, и сразу я заметил, что здесь предустановлена пленка с завода. В принципе, это очень хорошее решение. Обычно смартфон поставляется с технологической пленкой, за которую все равно необходимо платить деньги. Так вот, подход компании OnePlus именно в наибольшем удобстве для пользователя. Для того, чтобы его достать, необходимо потянуть за язычок. Он здесь есть, в такой форме, которая полностью копирует форму смартфона со всеми углублениями для камер. И посмотрим, что же это за смартфон. Сзади он покрыт пленочкой. Такой небольшой. Вообще, я сейчас, честно вам скажу, не очень могу говорить, потому что я впечатлен. Это настолько приятный на ощупь смартфон. Ты взял в руки, понимаешь, что это реальный флагман. Давайте снимем заднюю пленочку. Это такой кайф, да? Теперь мне сигарету закурить. Так, пленочка у нас уходит сюда. Здесь еще наклейка с email, которую мы тоже сразу снимем. Нам не нравится. Мы тоже оставим для коробочки. И вау! Вау! Сразу хочу отметить, очень-очень маркое заднее стекло. То есть сразу начали оставаться отпечатки. Но знаете, что первое бросилось мне в глаза? Это сканер отпечатков пальца на задней панели. Как же много пользователей ждали и надеялись, что все-таки OnePlus сможет реализовать сканер под экраном. И все шансы у OnePlus были, но, к сожалению, они ими не воспользовались. Мы сразу видим здесь двойную камеру. О камерах немножечко позже. Под ней светодиодную вспышку на 2 диода. Фирменный переключатель режимов перекочевал на правую сторону. В принципе, это очень удобно. Держа в руке, вы просто можете пальцем переключить на необходимый режим. Ну, мне очень нравится пока что. Также на правом торце находится кнопочка блокировки. В принципе, ничего необычного. Слева у нас находится качелька громкости. Также у нас теперь слева находятся лотки для сим-карт. Очень приятным моментом является то, что OnePlus не пошла по стопам других компаний и не убрала из своего смартфона разъемы 3 и 5. Его мы можем наблюдать на нижнем торце смартфона. Также на нижнем торце смартфона мы видим разъем USB Type-C и динамик. Динамик, к сожалению, я думаю, что расположен не совсем удобно. Так как смартфон является практически игровым, то я боюсь, что при игре рука просто будет закрывать этот динамик. Давайте теперь отложим смартфон и посмотрим, что еще есть в комплекте. Так, коробочка открывается. Здесь, скорее всего, документы. Так, это мои сопроводительные документы. Эх, китайцы. Здесь есть шнур USB Type-C Fast Charge, то есть это шнур для быстрой зарядки смартфона. Очень приятно такие мелочи, как закрытый разъем резиновой заглушкой. Кстати, он красненький тоже внутри под цвет, под фирменный стиль OnePlus. В моем случае это зарядка для китайского рынка, для китайских сетей Dash. Это 5 вольт 4 ампера, это быстрая зарядка. И мне положили китайцы вот такой вот переходничок. Но то, что есть переходник, уже радует.
Так, переходим к разделу с документиком. О, здесь есть чехол. Есть чехол. А это еще более приятный момент, потому что стеклянная задняя панель очень сильно настораживает даже на старте использования. Так, что у нас еще здесь есть? Есть документики. В документиках у нас все на английском языке, кстати. Это уже даже можно прочитать. Краткая инструкция по настройке. Также у нас есть еще одна книжечка на супер китайском языке. Я думаю, мы ее читать не будем. И я вам скажу, компания OnePlus, это та компания, которая копирует повадки Apple, и она приложила наклеечки. На наклеечки она не скупится. Куда их клеить, можете решать сами. Значит так, чехол, это обыкновенный силиконовый чехол. Наклеечку мы тоже сразу убираем. Ничего примечательного в нем нет. Советуют, кстати, одевать этот чехол снизу. Вы знаете, он достаточно неплох в этом чехле. Ну, он стал не намного толще, в принципе, мне нравится. Ну и, конечно же, скрепочка. Давайте откроем с вами сим-лоток и посмотрим, как выглядит сим-лоток. Да, здесь есть лоток на 2 сим-карты, и, к сожалению, microSD сюда установить нельзя. Это один из тех моментов, которых мне не хватает. Кстати, о всех минусовых моментах мы поговорим немножечко позже. Ну что, я предлагаю перейти к обзору самого смартфона. Все к черту. Ох, какая приятная вибрация. Вы себе не представляете. Такая мягкая по всему корпусу. Он включился. Экран сразу вообще просто впечатляет. Первичная настройка включает в себя выбор языка и просто нажимание кнопочки «Нажать», «Принимаю», условия пользования, программа обмена опытом и программа улучшения стабилизации системы. Также здесь есть разрешение на push-уведомления. В принципе, такое дело. Мы пропускаем подключение к мобильной сети, у нас нет сим-карт, и мы хотим копировать данные из облачного хранилища. Он предлагает сразу же подключиться к Wi-Fi сетям, он поддерживает 5 ГГц, о характеристиках немножечко позже. И после подключения он сразу начал искать обновления. Честно говоря, это, знаете, уже совсем похоже на iPhone X, по крайней мере, как я его видел. После проверки обновления у нас появился пункт восстановления данных. Вы можете восстановить данные из резервной копии с устройства Android. Вы можете копировать данные из облачного хранилища, либо же из iPhone. Перенос в одно касание. Все. Это заняло не более 1 минуты. Это все было настолько просто, что я просто поражен. Мне это очень-очень сильно понравилось. Значит так, теперь оно предложило попробовать разблокировку распознаванием лица. Я не знаю, насколько они смогли скопировать систему Face ID от iPhone, но OnePlus тоже предлагает систему распознавания лица. И насколько она эффективна, мы с вами сейчас попробуем. Добавить данные лица. Давайте попробуем. Появляется рамка 3D сканирования лица. На моем лице были точки. Мы задали лицо, подтвердили Google аккаунт. Все, наш смартфон включился. И первое, что бросается в глаза, это шикарнейший экран диагональю 6,28 дюйма, который занимает практически всю поверхность телефона, не считая маленькой тонкой черной рамки снизу. Соотношение сторон 19:9 благодаря фирменному вырезу экрана. Кстати, кому не нравится фирменный вырез экрана, его можно скрыть, закрасив верхнюю область, вернее включив закрас верхней области в настройках. А так как здесь у нас стоит оптик AMOLED, то черный цвет действительно не светится, и вы не увидите этот фирменный вырез. Плотность пикселей составляет 402 ppi, что в принципе вообще не дает никакого намека на зернистость. Отдельным пунктом отметить, что и переднюю, и заднюю панель прикрывает стекло Gorilla Glass 5. И наконец мы добавили
добрались до основных характеристик, из-за которых его и называют убийцей флагманов. Основным оружием убийцы является топовый Snapdragon 845. Это процессор, который построен по 10-нанометровому техпроцессу, у которого есть 8 ядер. Все это подкреплено графикой Adreno 630. И мало того, имеет еще дополнительный чип для искусственного интеллекта AI. Я думаю, что 6 или 8 гигабайт памяти LPDDR4X будет хорошим дополнением к арсеналу этого убийцы флагмана. Да и внутреннее хранилище по типу UFS 2.1 очень радует своим быстродействием. Правда, очень жаль, что на 64 гигабайтной версии всего лишь 6 гигабайт ОЗУ, но 128 и 256 гигабайтной версии комплектуются уже 8 гигабайтами. Батарея в этом смартфоне имеет не самый большой объем, это всего лишь 3300 мАh, но все это компенсируется чертовски быстрой зарядкой и, как утверждает производитель, одной из самых быстрых на рынке. В одном из следующих видео мы обязательно протестируем емкость батареи, мы протестируем скорость зарядки. И мало того, мы протестируем время работы от батареи в различных режимах этого смартфона. Если вы хотите увидеть этот тест, подписывайтесь на наш канал и поставьте колокольчик, чтобы его не пропустить. Также у этого смартфона очень впечатляющий перечень коммуникативных возможностей, а поддерживает он практически все типы связи и практически все диапазоны. Существует, правда, две модификации этой модели, A6000 и A6003. У них есть очень минимальная разница в поддерживаемых диапазонах. И все характеристики и все диапазоны я размещу в описании к этому видео. Очень порадовал Wi-Fi, а Wi-Fi у нас поддерживает технологию 2 на 2 MIMO с поддержкой всех диапазонов A, B, G, N, AC, 2,4 ГГц, 5 ГГц. Да просто чудо Wi-Fi. На самом деле мы проверим скорость работы по Wi-Fi. Для того, чтобы не быть голословными, мы сразу же проверим, как работает Wi-Fi на этом чудо смартфоне. Используем для этого программу SpeedTest. И мы видим, что загрузка у нас 100, 4, 105, 106 мегабит. Да, а выгрузка получилась 239 мегабит. Хочу отметить, что у меня стоит 5 гигагерцовый роутер, на который заведен 1 гигабит. Потихоньку мы подобрались к одной из самых замечательных особенностей этого смартфона, это его камеры. А камеры здесь действительно достойные. Основной модуль это Sony IMX519 на 16 мегапикселей с размером пикселя 1.22, апертурой 1.7, с оптической стабилизацией, автофокус CDAF. Ну в общем, конфетка, а не камера. Дополнительный модуль основной камеры это Sony IMX376K на 20 мегапикселей с автофокусом PDAF размером пикселя в 1 единичку и с той же апертурой 1.7. Все это чудо умеет снимать видео в 4К на 30 или на 60 кадров в секунду. В Full HD 30, 60 и 240 кадров в секунду, а для 720p оно снимает целых 480 кадров в секунду. Да ко всему этому есть еще и поддержка таймлапс. Фронтальная камера это Sony IMX376 на 20 мегапикселей с размером пикселя в 1 единичку, с фиксированным автофокусом и апертурой 2.0. И получила она тоже поддержку таймлапс и снимает видео Full HD 30 кадров и 720p 30 кадров в секунду. Ну вот, хоть убейте меня, но камеры получились просто персики. Кстати, для любителей музыки и меломанов здесь есть Bluetooth 5 с поддержкой aptX и aptX HD. И если вы имеете крутые наушники с aptX или aptX HD, то этот телефон именно для вас. А перед тем, как перейти и полазить в самом интерфейсе, я хотел бы немножечко обратить внимание на небольшую ложку дегтя. А ложка дегтя заключается в том, что здесь USB Type-C 2.0, а не 3.0. И в принципе это не такая уж и большая проблема. Но, на мой взгляд, для телефона такого уровня можно было бы поднапрячься. Также мне не хватает установки microSD карты, ведь при его возможностях съемки памяти понадобится ой как много. Ну и последний, один из наиболее неприятных моментов, это то, что начала появляться информация о том, что появляются трещины на заднем стекле
в районе качелек громкости. Конечно же, это всего лишь единичные случаи, фотографии вы можете увидеть рядышком со мной, но будем надеяться, что это всего лишь исключение из правил. И откровенно вам скажу, никаких больше минусов я в нем пока не нашел. Но все эти ложки дегтя перекрываются одним огромным плюсом, который я оставил на потом. А это водо- и влагозащита. И хотя производитель не задекларировал эту влаго- и водозащиту, она действительно там есть. И судя по данным iFixit, которые вы уже разобрали, практически все разъемы, все кнопки имеют уплотнители для того, чтобы влага не проникала внутрь. А это значит, что это либо стандарт IP67, либо IP68. Я бы, конечно, не советовал проверять, но с большой уверенностью могу сказать, что он переживет хороший дождь и падение в лужу. А я хочу обратиться ко всем своим подписчикам. Если вы хотите, чтобы я потестировал этот смартфон не совсем обычным способом, я не знаю, что вы можете придумать, пишите в комментариях, и мы обязательно это включим в одно из наших следующих видео. А теперь перейдем к Oxygen OS и посмотрим, что же такого там есть внутри. Так, фактически это голый Android с некоторыми надстройками, которые встроила сама OnePlus. Все работает очень шикарно, ну, само собой, с таким процессором по-другому и быть не должно. Давайте зайдем в настройки, сразу пойдем о телефоне, посмотрим, что у нас здесь есть. Имя телефона OnePlus 6, модель OnePlus A6000, версия Oxygen 5.1.3, 6 гигабайт, хранение 64 гигабайта и версия Android 8.1.0. Пока мы с вами делали обзор, к нам прилетела какая-то обнова. Сейчас, конечно, мы не будем ее устанавливать. Хочу обратить внимание на пункт строка состояния. Здесь можно изменять индикатор батареи. Есть менеджер значков, который позволяет отключать значки, и можно показать скорость сети. Хочу обратить внимание на вырез на экране в разделе «Экран». То есть фактически вы можете закрасить и спрятать эту фирменную монобровь, как я ее люблю называть. В данном смартфоне есть полноценный LED-индикатор, который еще и можно очень удобно настраивать. И вот такая вот здесь есть цветовая гамма. Плюс вы даже можете выставить оповещение для каждого приложения. Звук и вибрация. Кстати, давайте оценим немножечко с вами звук. Звук достаточно чистый и громкий. Ну, кстати, если держать, вот как я говорил, для игр, то это будет немножечко неудобно. Потому что звук все-таки немножечко прикрывает. Также при подключении наушников у вас включатся эквалайзеры и можно выбирать режим наушников, что даже очень-очень удобно. Раздел местоположения. Кстати, забыл сказать, данный смартфон поддерживает практически все системы геопозиционирования. GPS, GLONASS, Beidou, Galileo. В общем, отдельное видео по Oxygen OS, скорее всего, тоже будет у нас на канале. Хотя, в принципе, здесь особо останавливаться не о чем. Действительно, голый Android с некоторыми надстройками, с жестами. Если говорить о тесте AnTuTu, который я не очень-то люблю, то выглядит на этом экране это все, блин, ну просто поразительно. Даже обработка тяжелых 3D-сцен не нагревает телефон до некомфортных температур, и его достаточно приятно держать в руках. Кстати, хочется отметить, что при работе приложений графических экран работает в режиме 18:9, фактически не используя область выреза и просто закрашивая его в черный цвет. Наконец-то закончился наш тест AnTuTu и набрал он у нас 241 436 баллов. И это учитывая то, что у нас записывается еще и видео в этом телефоне одновременно. После теста я решил глянуть температуру, и температура не поднялась выше 48-49 градусов, а это супер показатель. Что ж, я предлагаю прорезюмировать наше видео. По мне, смартфон получился не просто хорошим, а очень-очень близким к идеалу. А если учесть его стартовую цену в $529, то это просто вау. Поверьте, мне даже трудно представить конкурентов за такую цену на Snapdragon 845, 6 или 8 гигабайт оперативной памяти LPDDR4X, UFS 2.1, хранилище от 64 до 256 гигабайт. Такие вот просто шикарные камеры. Знаете что-то лучше за такую цену? Напишите в комментарии, мы их обязательно возьмем на обзор. А если вам нравится то, чем мы занимаемся, то подписываемся, ставим лайки. Если не нравимся, можете ставить дизлайки. С вами был Владимир Крамаренко на канале Технозон. До скорых встреч, пока!